Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня я буду шить мешок для сменки, потому что лето заканчивается, скоро 1 сентября. И мой сын закончил, младший, школу, старший давно уже закончил. Я буду шить для крестницы. Ну, а может быть, вы для своих детей или внуков, или других родственников школьного возраста. Я уже сшила лоскутный блок, я на нем не буду останавливаться. Он по типу лоскутного блока маслобойка шьется. Единственное, что здесь вот я сделала не квадрат из прямоугольников, а квадратик из квадратиков. Я использовала ткань, плащевку. Все вот эти вот расцветки, это кусочки плащевки, которые у меня были. Я их постаралась все сюда впихнуть. Основной цвет у меня коричневый, я не знаю, видно или нет, коричневый. И для того, чтобы закрыть швы сзади вот своего лоскутного блока, я уже прикрепила еще кусок плащевки и собираюсь пройтись зигзагом по периметру всей моей заготовки передней части. Я соединила зигзагом две свои части. Швы теперь у меня закрыты. И я вырезала вторую заднюю сторону мешка и складываю эти части лицом к лицу. Так как у меня ткань скользящая, то я немножечко их вот сколю булавочками, потому что они вот скользят друг относительно друга и могут сместиться. По размеру моя заготовка, я не сказала, 34 на 42 сантиметра. И я хочу сразу отмерить шнурок, вот который у меня будет. Значит, это 2 длины и 2 ширины. На всякий случай вот 5 сантиметров. Сделаю запас. Вот отмеряю и точно так же вторую часть такой же длины отрезаю. Шнурки готовы. Значит, что я делаю дальше? От верхней части моего будущего мешка я отмеряю 5 сантиметров и 7 сантиметров. Это вот у меня для моего отверстия, куда у меня пойдет шнурок. И с этой стороны точно так же 5 сантиметров и 7 сантиметров. Теперь иду на машинку и строчу где-то вот сантиметр от края до первой отметки, потом закрепку делаю и до середины примерно своего мешка, может быть чуть побольше, строчу от второй отметки. И точно так же с этой стороны прострочила, оставив отверстие. Вот. И теперь разглаживаю швы. Почему я решила делать из плащевки? Ну, во-первых, потому что у нас часто слякоть, и, соответственно, нужно, чтобы мешок этот быстро сох, легко стирался. Поэтому я решила делать из плащевки. В принципе, можно делать и из любой ткани. Разглаживаем швы. Таким образом у нас наша дырочка вот эта вот получается закрыта. Я сейчас еще вот здесь вот сделаю такие закрепочки, чтобы это все держалось, не выворачивалось. И, кстати, я хотела сказать, если вы будете шить из плащевки, чтобы вот она не сыпалась потом, вот по краям можно вот так вот ее обпалить зажигалкой. И все, швы уже не будут сыпаться, все будет красиво и аккуратно. Они как бы запаяются. После того, как я сделала закрепочки, я буду заворачивать ткань вот так вот, ну, может, сантиметр, может, 1,5. И заглаживаю, чтобы мне потом было удобнее зашивать по всей окружности мешка. Сначала в шипах сделаю. Так удобнее будет. Загладила и подворачиваю так, чтобы край моего вот этого вот закрыл край, где дырочка вот сделана, чтобы мне уже была обработана верхняя часть. Вот так, чтобы получилось, чтобы это отверстие у меня было закрыто. И скалываю. То же самое делаю с этой стороны в этом шве. И тоже скалываю. А эта сторона сама подворачивается уже, когда в швах сколото. И заглаживаю опять, чтобы мне было удобнее шить. И буду строчить по нижнему краешку своего отворота. Таким образом у меня вот это мое отверстие оказывается со всех сторон закрыто. И вот я прострочила, и теперь выворачиваю
лицевую сторону. Кстати сказать, размеры мешка вы сами должны смотреть, для кого шьете. Я, например, стала вот такие мешки шить даже не первый год, а в прошлом году и позапрошлом я шила младшему сыну, пока он учился, потому что у него вдруг оказался 45-й размер ноги, и все покупные мешки вообще ему не подходили. У него просто зимние ботинки просто не влезали. Теперь мы должны вдеть веревочку. Вы можете использовать и шнурок, и ленту какую-то, которая вам подходит. Значит, что мы делаем? Заводим с одной стороны в отверстие в наше и продеваем до конца. Вот, ввели сюда. Теперь то же самое, этот же самый шнурок заводим вот в это отверстие с этой стороны. Мне удобнее вот так вот, я правша. Вот, готово. И выравниваем концы нашего шнура, чтобы он был одного размера. И с одной, и с другой стороны. Вот, готово. И то же самое делаем со второй веревочкой, но только заводим в соседнее отверстие шнурок, в пустое. И также выводим в это же отверстие рядышком. Опять же, вот я сделала маслобойку, лоскутный блок. Кстати, я ссылочку на этот лоскутный блок, маслобойка, оставлю в описании. А вы можете делать любое совершенно, что вам нравится. Если вы не из плащевки шьете, так хоть аппликации делаете, лишь бы вашим детям это понравилось. И в любом случае ни у кого такого не будет мешка. Он уникальный, потому что тот набор тканей, который есть у вас, он есть только у вас, больше ни у кого. И точно так же выравниваем концы, чтобы они были одной длины. Я выровняла концы шнурков своих и вот так вот закрепила булавочками, чтобы они вот уже в этом положении были, как бы я не двигала. И теперь выворачиваю опять наизнанку и приступаем к тому, чтобы сделать заднюю часть. Складываю так, чтобы у меня шнурочки заходили внутрь. Я раньше делала сыну, вот я когда делала, я делала на таких шлевочках. А один раз я вот здесь вот уголки застрачивала и люверс вставляла. То есть здесь как бы на ваше усмотрение, как вам нравится. Но я хочу сказать, в этом случае, когда вот так вот делается, шнурок должен быть завязан снаружи на узел. То есть там узелки получаются. А вот в этом случае, как я сейчас показываю, здесь узелков снаружи не будет. Может быть, даже пониже чуть-чуть я эти сделаю шнурочки, чтобы они выходили прямо из самого низа. И теперь мы просто застрачиваем то, что у нас не застрочено. И, конечно, когда мы по шнурочкам проходим, надо несколько раз туда-обратно прострочить, чтобы они вот покрепче держались. Прострочила, обрезаю шнурки лишние. Обратите внимание, я вот зажигалкой подпалила, особо ничего и не сыпется. Можно еще даже, если что-то выдергивается, чтобы уже потом не париться с этим вопросом. Ну, не говоря уже о том, что у меня вот одна сторона вообще зигзагом обработана, она будет сдерживать это все, сыпучесть. Вот, ну, выворачиваем, смотрим, что у нас получилось. Здесь я убираю уже булавочку. Вот, с одной стороны, чтобы уголки расправлялись, можно там внутри обрезать их. Но мне не хочется. Во-первых, я там все уже заплавила зажигалкой. А во-вторых, ткань достаточно тонкая и уголки не толстые. Получился отличный мешок для сменки. Очень симпатичный. Хотя неожиданно для меня. Потому что я сюда все какие только возможно кусочки плащевки использовала. Вроде и ничего. Надеюсь, моей крестнице понравится, и она будет ходить с этим мешком, а не с пакетом, как она до этого ходила. Все, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.